Вітаю вас у своєму саду знов. Ви потрапили під Київ. Мій садок тут знаходиться. Сьогодні розкажу полезность такую, ну и красивость. Расскажу, как я у своих хвойных, их уже 2 хвойных дерева, поднимаю высоту. У плакучих хвойных поднимаем вершину. Плакучие формы, к сожалению, в питомниках продаются не очень высокие. А когда они водопадом струятся на землю и спускают свои колючие красивые веточки, у меня их 2. Сейчас подойдем к каждому, я покажу. Может быть, вы возьмете себе на приметку, как это сделать, и наглядно увидите, как это уже есть. Не так вам рассказывают или картинку показывают, а вот оно сделанное. А сейчас хочу ответить на маленький вопрос про петунии, про свои, про темные. Это Blackberry петуния. Сорт называется Софистка. Выращивала я ее из семян зимой. Очень хорошо растет. Это в маленьком горшочке надо пересадить. А эти в 12-литровых горшках отлично на солнце себя чувствует. Под дождем цветок почти не портится. Сорт Софистка. Но у меня зацвел Пьер де Рансар. Невероятно красиво. Но, к сожалению, не все плетистые розы красиво зацвели. Все-таки их заморозки немножко подпортили. Розы покажу в следующий раз. А сейчас идемте смотреть мои плакучие хвойные, которым я подняла вершину. Я специально подошла к ней поближе, чтобы увидели, какой она уже высоты. А была вот такая. У меня есть видео, как мы делали вот эту арку. Маф для лиственницы называется. Кратко сейчас расскажу, что же я сделала. Такую форму она приобрела за 4 года. Этот сезон 5-й. Мы посадили ее в самый первый год, как только заехали вот тут посреди поля. Я рассказывала вот такую малюсенькую. Вот ее высота. Вот такая была на штамбе. Год она у меня поросла. Я посмотрела. Такой холмик, конечно, красиво плакучие хвойные. Ничего не скажешь. Ну, такой снопик не сильно бы украсил территорию. Я решила поднимать его просто в высоту. Трубу мы вбили, подняла на метр. Поднимается легко, берется ветка, самая ближе к середине, ну, к центру ствола. Вот так закрепляется к опоре, несколько раз фиксируется и забывается на год, на 2. Из почек идут веточки, и они плакучей такой формой спускаются. Подняла я ее на высоту 2,5 метра, где поворотик вот тут вот видно. И потом показала вам. Одна из подписчиц мне сказала: а вы не хотите ее через дорожку к розам пустить? Я подумала, а почему бы и нет? Это же какая красота будет. Сказано, сделано. Вадим Петрович арку мне такую сделал, чтобы мы уже трубу не вытаскивали. Мы двойную широкую не стали делать, широкую арку. Для меня принципиально было просто, чтобы веточки спускались, и я, проходя, могла задеть их рукой. И вот это уже и получается. В прошлом году не было, а в этом наросли новые побеги, и она уже спускается мне прямо в ладошки. Очень простой и относительно быстрый способ, потому что лиственница растет, у нее годовые приросты 30, может быть даже и 40 сантиметров, смотря как вы будете за ней ухаживать. Ну вот это только начало молодых приростов, видите? Я ее укорачиваю, чтобы она мне позволяла косить газон. А так бы она, конечно, тут расстелилась. Вот что я хотела сказать про лиственницу. И вот так наглядно вы можете увидеть, как это выглядит. Это очень красиво, когда
колышется. Особенно сейчас от ветеров веточки. Вы можете наблюдать, как красиво они колышутся на ветру. Обычная плакучая форма, метр высотой. Пожалуйста, вот вам пример. Время и ваши усилия. Ну а сейчас идемте, покажу, что же я сделала со своей инверсой. Ну а это моя инверса. Я, к сожалению, не сняла, когда ветка висела тут, но вы часто видели. Я сейчас из другого видео кусочек вырежу, покажу. Вот эта ветка, которую я подняла, она свисала сюда прямо на мою розу, на пельцблю кипарисовик. Ходила я на нее, смотрела, показывала вам шишки ее и решила: Света, такая красота, вот такая. У нее приросты уже по 40 сантиметров. Сейчас ближе вам показываю. Вот такие уже длины. И свисают так красиво. Такая красота не может иметь вот такую высоту. Где я подняла, вот отсюда, получается, отсюда. Ну, она была примерно моего роста. Ветка стала клониться. И как-то грустно было бы ходить и смотреть на нее маленькую. Насколько красивее, когда ветви будут спускаться с большей высоты. Что я сделала? Как поднимается высота у плакучих хвойных? Выбирается ветка центральная. Самая крепкая, не боковая какая, а самая ближе к центру. Берется палка. Как я уже рассказывала, все опоры берутся не из мягких пород деревьев, а желательно бамбуковая. В садовых центрах продается в отделе, где растения, опоры, бамбуковые ветки. Это самое надежное, она вообще не гнется и очень крепкая. В питомниках делают все топиарные формы на бамбуковых опорах, на растяжках таких из бамбука. Так вот, лучше всего, значит, бамбуковую палку длиной, насколько вы хотите поднять. Допустим, у вас ветка сантиметров 50. Значит, вам эту палку надо брать как минимум 1,20 м. Больше можно, меньше нельзя. Почему? Потому что 50 сантиметров вы закрепите сверху, а получается 70-80 метр, в 2 раза желательно длиннее, чем вверх, к стволу прикрепите на кембрике. Привяжете. Почему такая разница? Вверх одна часть, вниз 2 части. Потому что работает правило рычага. Если вы напополам поделите палку, 50 сантиметров снизу, 50 сверху, у вас выломает вообще всю вершину. И вы, в общем, пожалеете, что и связались с этим делом. Вниз опорную часть опускайте в 2 раза больше, чем вверх. Закрепляйте и растяжки делайте в 3, 4, в 5. Чем больше растяжек вы сделаете, тем надежнее будет ваша опора. Почему? И делайте палку, выгоняйте до самого верха. Я тут лестницу ставила. Мне не хватило сантиметров 5. Почему до самого верха вот этой веточки? Потому что птицы садятся, и она туда-сюда, она может поломаться. Ну, если поломается, не беда, боковые потом можно будет поднять в качестве основного центрального стебля. Но лучше палку до самого верха. Все, зафиксировали 2-3 раза верхняя часть и 2-3 раза нижняя часть кембриком. Все. Ветви сами начнут клониться, ну, непосредственно у инверсы. Можно, кстати, есть инверсы на штамбе, продаются. Они немного дешевле, чем я покупала дерево, сразу дерево со своим стволом, без опоры. А можно взять, как раз вчера я в интернете там искала себе что-то и увидела инверса на штамбе. Вообще доступная цена. Малюсенький метровый штамп, выбирайте себе. Можно даже ниже, лучше даже ниже штамп брать. Только знаете, на что привито.
чтобы растение, на которое сделана прививка инверсы, ели, было крепкий, толстый ствол у него был, потому что, представьте, плакучая ваша форма на такой палочке будет. И поднимайте центральную ветвь, тогда бамбуковую свою палку в землю аж закрепляйте, чтобы у вас и штамбик держал, и саму инверсу ваши. Из инверсы, кстати, вообще красивенные вот такие плакучие формы. Ну и у меня тут уже 3 метра, наверное, есть. Посмотрю, буду ли я выше закреплять, не буду, потому что тут уже придется ставить трубу. Через время, это года через 2, через 3, вот эта вот наша ветка одревесневеет и будет держаться сама, но 2-3 года, это 100%, надо только периодически перевязывайте кимбрик, чтобы он у вас не врос в ваш основной ствол. То есть, чтобы он должен крепко держаться, но в то же время немножко послабляли вы его постепенно. Все, через 2-3 года ваша инверса будет намного выше и привлекательней, чем вы ее купите. Вам понравится, и вы сделаете себе просто огромное плакучее дерево. Ну, на сегодня вот что я вам хотела, в принципе, рассказать. Занимайтесь садовыми экспериментами. Это увлекательное очень занятие. Делать из своих хвойных небольших какие-то прямо живые скульптуры. Все, задавайте свои вопросы, пишите в комментариях. Может быть, у кого-то есть свой опыт подъема или формировки хвойных интересный. Будет интересно ознакомиться. Все, всего хорошего. А я пошла косить газоны. У меня опять все газоны заросли, дожди идут, очень жарко. Всего хорошего.